После релиза нашего патча PS Rus для PS 2021, сезон патчей к футбольному сезону 22-23 можно считать открытым, поскольку вместе с нашим патчем релизнулся еще один патч для 21 части, а в частности Virtua Red. Наверняка вы все о нем наслышаны, один из лучших патчей для 21 части, ранее для 20 части и так далее. Много нового контента на новый сезон, много качественного контента, что и предлагаю обсудить в рамках данного обзора. Я покажу вам содержание данного патча и расскажу, как его устанавливать. Как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, в комментариях делитесь своим мнением по данному патчу, ну а мы начинаем. Перед началом ролика хочу лишний раз напомнить, что у нас присутствует платная подписка в группе ВКонтакте, благодаря которой вы можете поддержать работу сообщества и YouTube канала, и заодно получить доступ к некоторому контенту. Обзоры паков, правильная прокачка игроков, советы по некоторым футболистам в ваш состав и многое-многое другое. Все это ожидает вас по ссылке в описании за символическую сумму. По традиции наших обзоров начинаем с контента данного патча. И что же в себе содержит новая версия Virtua Red? Соответственно, она содержит контент на новый футбольный сезон 22-23. В частности, он обновляет составы команд на актуальный сезон, обновляет логотипы для команд и турниров, обновляет формы команд на сезон 22-23. В чемпионатах были обновлены участники, начиная от топовых лиг и заканчивая вторыми лигами, но это не касается РПЛ. Также в патче было добавлено просто множество различных фейсов, как для игроков, в которых они уже были, так и для игроков, в которых отсутствовали фейсы, то есть фейсов было добавлено уж больно много. Я уже упоминал про формы в данном патче, но хотелось бы отдельно отметить их качество, потому что формы на новый сезон выглядят крайне здорово и очень удачно подобраны шрифты для каждой из команд. Помимо форм, здесь также стоит отметить графику в лице ТВ-оформления, оформление задников чемпионатов, оформление графики в карьере и различные графики при выходе на поле, то есть все это выглядит крайне круто. А если вы доберетесь до финала какого-нибудь турнира, например, Лиги Чемпионов, Чемпионаты Мира, Лиги Европы или Чемпионаты Европы, то в финальных матчах вы увидите просто потрясающую графику. Также в карьере были добавлены новые кат-сцены и также были добавлены видеоролики перед важными событиями, то есть если у вас в карьере какой-нибудь дерби, какое-нибудь вручение золотого мяча, то перед каждым подобным событием проигрывается отдельный видеоролик. На самом деле мелочь, но очень даже приятная и хоть как-нибудь, но способствует разнообразию геймплея в карьере. Был добавлен просто огромный пак стадионов, который весит около 200 гигабайт, и он скачивается и устанавливается отдельно, о чем мы поговорим попозже. Но стоит отметить, что данный пак стадионов он крайне годный и учитывает последние изменения. В частности, например, был обновлен стадион Сантьяго-Бернабеу, у которого сейчас происходит реконструкция. И в патче это отображено. И подобных примеров там достаточно полно. Также стоит отметить, что к данному паку стадионов добавили около 176 новых стадионов, и в общей сложности стадионов в этом патче получается около 1000. Только представьте эту цифру. Что касаемо базы данных игроков, то были добавлены новые игроки в лице каких-нибудь вундеркиндов для топовых клубов, что на самом деле также способствует разнообразию игровой базы. И на этом с описанием патча мы, наверное, закончим, потому что контента более чем достаточно. Если я буду описывать каждое нововведение в данном патче, то даже ролика не хватит на это. Поэтому предлагаю поговорить об установке. Как и всегда, для установки вам потребуется Pro Evolution Soccer 2021, чисто без всяческих патчей. Что касаемо пиратки или лицензии, тут сказать не могу, потому что не в курсе, идет ли данный патч на пиратку или только на лицензию. Ссылка на патч будет в описании под этим роликом, и вам предстоит скачать около 19 архивов. Вы их сможете скачать либо через торрент, либо через файлообменник. Также на выбор вы можете скачать стадионы, либо же отказаться от них, потому что стадионы весят уж больно много. После того, как вы скачали все архивы с патчем, распаковывайте самый первый из них, по традиции. После того, как вы распаковали первый архив, перед вами выскочил установщик, и именно он и поможет вам установить патч. Нажимаете экзешник, указываете вашу папку с игрой и просто ждете, пока файлы распакуются в вашей папке с игрой. И по сути на этом установка и завершена. Однако возвращаемся на страницу с патчем и скачиваем фикс. Файлы, которые предназначены для папки с игрой, кидаем в папку с игрой, соответственно. Ну и файлы, которые предназначены для папки «Мои документы», кидаем в «Мои документы». Там содержится файл edit, который отвечает за составы, поэтому его нужно скинуть обязательно. По сути, на этом установка завершена, но если вы не захотели скачивать стадионы. Я их также не скачивал, поэтому установку показать не могу, но могу объяснить. Опять же, возвращаемся на страницу с игрой и качаем 17 архивов со стадионами, которые после распаковки будут весить около 200 гигабайт. После того, как вы их скачали, открывайте первую часть архива,
Выделяйте папку Stadium Server и распаковывайте ее по следующему пути. Ваш диск, папка, в которой находится PES 2021 и папка Content. Именно туда и распаковывайте папку Stadium Server. После того, как вы распаковали, все готово, игра установлена, стадионы установлены и можно приступать к игре. Ну и по традиции в конце обзора мое субъективное мнение по данному патчу. На самом деле патч более чем годный, и если бы не его большой вес, то я бы играл скорее всего с ним. Но все упирается в стадионы, поскольку это 50% контента данного патча, а разработчики сделали все таким образом, что нельзя скачать конкретно стадионы для конкретной лиги. Все стадионы собраны в одну кучу, из-за чего скачать и поставить необходимые стадионы на самом деле трудновато. А качать все 200 гигабайт стадионов на самом деле такое себе удовольствие, согласитесь. Поэтому этот момент немножко неудобен, и я смело могу занести его в минус. Но что немаловажно отметить, без стадионов данный патч весит 89 гигабайт, и я, если честно, не понимаю, на что ушел весь этот вес, потому что наш патч со стадионами весит почти что 90-100 гигабайт, почти столько же, сколько и Virtua Red, чуть-чуть побольше, но это при наличии стадионов. У стандартного же Virtua Red стадионы отсутствуют, а поэтому на что ушли 89 гигабайт, я, если честно, не понимаю. Ну и касаемо фейсов, фейсы в этом патче очень даже хорошие, качество у них отличное, но распределены они как-то неравномерно. В том смысле, что обновление фейсов получили даже те игроки, у которых фейсы присутствовали ранее. А те игроки, у которых отсутствует фейс и которым было бы его неплохо добавить, он почему-то отсутствует. Конечно, таких примеров немного, но тем не менее они присутствуют. Ну и если кого-то интересует судьба РПЛ в данном патче, то она была обновлена, но обновлена на сезон 21-22. То есть разработчики отстали с составами, с графикой для нашего чемпионата на целый год. Но если данный патч вам приглянулся, ссылка на него в описании, про установку я рассказал, поэтому вперед из песни, как говорится. А у меня на этом все. Я всех благодарю за просмотр. Напоминаю вам, чтобы вы не забывали поддерживать это видео своими комментариями и лайками. И обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Всем удачи с установкой и приятной игры в 21-ю часть Pro Evolution Soccer. До скорых встреч!